Всем привет! Сегодня готовим японский хлопковый чизкейк в мультиварке. И совсем не случайно этот чизкейк называют хлопковым, а из-за его очень нежной воздушной структуры. Посмотрите, насколько он нежный. И в этом видео я расскажу все секреты приготовления этого японского чуда в мультиварке. Сейчас попробуем. Во-первых, посмотрите, вот я его трясу, насколько он нежный. И сейчас, ой, вы чувствуете, какая структура? Такое впечатление, что лопаются такие пузырьки воздуха. Посмотрите, какой он нежный. Невероятно. Сейчас попробуем. Я даже ничего не хочу говорить. Этот чизкейк говорит сам за себя. Он очень вкусный. Я готовлю его уже не первый раз. И каждый раз он меня удивляет своим вкусом. Это воздушная и нежная структура. Обязательно приготовьте такой чизкейк. Вы никогда не пожалеете об этом. Итак, для того, чтобы приготовить этот замечательный японский хлопковый чизкейк, мне понадобится в первую очередь это сыр. У меня сливочный сыр крем-чиз 225 грамм. Вот я использую такой сыр. Вы можете использовать сливочный сыр Филадельфия. Он очень похож по своей структуре на этот сыр тоже. Или брать сыр сливочный маскарпоне. Только маскарпоне более жидкий, поэтому надо чуть-чуть будет уменьшить количество молока. Также для теста мне понадобится 60 грамм сливочного масла, 200 грамм молока, 6 яиц, 1 чайная ложка лимонного сока, 140 грамм сахара, 6 грамм ванили, щепотка соли. И японский хлопковый чизкейк готовится с очень маленьким количеством муки. Здесь у меня 70 грамм муки и 20 грамм крахмала. Сегодня чизкейк я делаю в мультиварке. У меня мультиварка Sharp, объем 1,8 литра. В миску я высыпаю крем-чиз, масло. Крем-чиз и масло я слегка измельчу, так как сейчас эту миску я буду отправлять на водяную баню вместе с молоком, чтобы у меня все стало однородным. Заливаю молоком. Итак, здесь у меня кастрюля с кипящей водой. Я ставлю миску с молоком, сыром и маслом и хорошо прогреваю массу, чтобы она полностью стала однородной, соединилась. Обязательное условие для водяной бани. Миска не должна доставать до воды. Слегка все помешиваю. И прогреваю. У меня фактически уже все соединилось. Я выключаю кастрюлю. Если попадаются еще небольшие кусочки сыра, это не страшно, так как мы сейчас еще всю эту массу будем пропускать через сито. Итак, у меня масса уже стала однородной. И она сейчас чуть-чуть теплая, не горячая. И я в нее буду просеивать муку и крахмал. Просеиваем. У меня на канале уже есть видео хлопкового чизкейка. Я готовила его и в духовке, и в рисоварке. Но сейчас я готовлю его в мультиварке. И мне кажется, что это самый простой вариант приготовления этого чизкейка. Вы попробуете и убедитесь сами. И сейчас я могу сказать сразу, я немного усовершенствовала рецепт. Сейчас я смешиваю муку именно с массой сырно-молочной. Раньше я сюда сразу добавляла желтки. Сейчас я немного изменила рецепт, и мне кажется, он стал более удачным, так как чизкейк получается более высоким и пышным. Я хорошенечко все перемешала. И сейчас всю эту полученную массу я буду перетирать через сито, через мелкое сито, чтобы масса была такая очень гладкая, и в ней совершенно не было никаких комочков. Обычно я это делаю всегда, даже 2 раза. Протираю через сито массу.
Это не занимает много времени, но структура теста получается просто необычно гладкая и пушистая. И я пропущу массу через сито второй раз. Посмотрите, какая замечательная гладкая масса получилась, совершенно без каких-либо комочков. Сейчас мне надо разделить белки и желтки. И мы будем отдельно взбивать и белки отдельно, и желтки тоже отдельно. Отделяем очень аккуратно, чтобы в белки не попали желтки. Потому что мне нужна очень пышная, красивая, взбитая масса белковая. Посуда, естественно, должна быть чистая и сухая. Тогда белки хорошо взобьются. Итак, отделяем у всех яиц. Сначала я взобью желтки. В желтки я добавляю ваниль. И примерно половину сахара. Может даже чуть меньше. И хорошо взбиваю желтки до такой белой пышной массы. Посмотрите, я очень хорошо взбила желтки. Они стали белыми и пышными. И сейчас желтки я аккуратно буду соединять с сырной массой. Вливаю потихонечку желтки и перемешиваю. Я хочу, чтобы не потерялся этот объем, который я создаю, взбивая отдельно яйца. Так как чизкейк именно будет расти за счет хорошо взбитых яиц. Как видите, в этом чизкейке нет никакого разрыхлителя для теста, ничего. То есть он поднимается за счет хорошо взбитых яиц, особенно белков. Сейчас перемешаю даже легко при помощи венчика, такими легкими движениями. И сейчас будем взбивать белки. Белки, конечно, надо взбивать чистыми и сухими венчиками. Я добавляю сюда соль и начинаю взбивать. Когда появилась такая легкая пена, я добавляю лимонный сок. И постепенно буду добавлять сахар. Белки надо взбить в очень крепкие, устойчивые пики. Итак, я очень хорошо взбила белки. Посмотрите, такие крепкие, хорошие пики. И теперь эту воздушную белковую массу я буду соединять с остальным тестом. Понемногу добавляю и вмешиваю в тесто. Сначала я буду вмешивать в маленькой миске, в этой, а затем перейду сюда. Просто сначала надо по чуть-чуть добавлять белки, чтобы они хорошо соединялись с тестом. Посмотрите, насколько воздушная эта масса получается. Тесто просто уникальное. Вообще этот чизкейк уникальный. Он настолько пушистый, что не зря он имеет название хлопковый. И теперь я буду добавлять уже эту массу в белки и перемешивать. И добавляю уже все тесто. И хорошо перемешиваю.
Тесто у меня уже готово. И сейчас я его буду переливать в чашу мультиварки. Чашу я ничем не застилаю дно. Я просто смазала растительным маслом без запаха. И дно, и бока. И теперь сюда переливаю тесто. Посмотрите, какое оно просто пышное, невероятное тесто. Итак, я ставлю чизкейк в мультиварку и включаю ее. И сейчас я включаю мультиварку на режим пароварка на 10 минут. Нажимаю старт. Сейчас вы должны запомнить самый главный момент. Время, во сколько вы поставили готовиться ваш чизкейк. Засекайте время, так как чизкейк будет готовиться ровно 2 часа. Сейчас я включила пароварку на 10 минут, и ровно через час я опять включу точно такой же режим, опять на 10 минут. За это время чизкейк приготовится. Ни в коем случае нельзя двигать пароварку, открывать ее и смотреть, что там внутри. Чизкейк иначе просто осядет. У меня прошел 1 час, и я включаю режим пароварки второй раз. На 10 минут нажимаю старт и жду еще ровно 1 час, и мой чизкейк будет готов. Подробно, как включать мультиварку, я напишу в описании. Главное, нужно запомнить время, когда вы включаете мультиварку. У меня прошло ровно 2 часа. И сейчас я открою мультиварку и посмотрим, что у нас получилось. Посмотрите, какой красавец чизкейк. Надо обязательно проверить его готовность. У меня он полностью готов. Вы прямо сверху можете потрогать пальцем. Вы почувствуете, когда он уже готов. Но чизкейк не любит, когда идет резкая смена температуры. Поэтому сейчас я его оставляю примерно минут на 10 прямо в чаше мультиварки. Итак, мой чизкейк примерно 10 минут остывал прямо в мультиварке. А сейчас я его достану, и он будет у меня остывать здесь на доске. У меня очень толстое дно у самой чаши мультиварки. Если у вас дно более такое тонкое, вам потребуется меньше времени для того, чтобы чизкейк остыл. Но это очень важно. Не торопитесь с этим чизкейком. Хотя с мультиваркой с ним хлопот намного меньше, чем когда вы его готовите в духовке. Итак, у меня чаша мультиварки уже остыла, она уже не горячая. И сейчас я аккуратно кончиком ножа пройдусь вокруг чизкейка, но не буду его именно вот так подрезать, а просто очень легкими движениями ножа посмотрю, чтобы он хорошо отсоединился от самой чаши. Он настолько нежный, пушистый, что просто с ним надо обращаться очень аккуратно. И посмотрите, он у меня фактически не осел, совсем немного. Это говорит о том, что мы правильно выдерживаем всю температуру и делаем все очень правильно. Итак, сейчас достаем чизкейк из чаши. Я достаю при помощи чаши для пароварки. Переворачиваем аккуратно. И оп-оп-оп. Посмотрите, какая красота получилась. Посмотрите, это что-то невероятное. Насколько он получился высокий. Я даже специально беру сантиметр, потому что считается высший пилотаж, когда получается такой высокий чизкейк. Он у меня 7,5 сантиметров. Это просто невероятно классно. Какой он нежный, какая у него структура дрожащая. Сейчас чизкейк я посыплю сахарной пудрой. Это просто невероятное японское чудо кулинарии. Сейчас я разрежу чизкейк. Боже мой, какой он нежный. Режешь, как будто точно это хлопок. Я достаю
Посмотрите. Красота. Сейчас попробуем. Во-первых, посмотрите. Вот я его трясу, насколько он нежный. И сейчас... Ой, вы чувствуете, какая структура? Такое впечатление, что лопаются такие пузырьки воздуха. Посмотрите, какой он нежный. Невероятно. Сейчас попробуем. Этот чизкейк можно есть, есть и не останавливаться. Его все время хочется еще и еще. В моей семье этот чизкейк фаворит. Обязательно приготовьте его. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Люда Easy Cook, оставляйте ваши комментарии и делитесь этим видео с вашими друзьями. Всем пока!